Всем привет! Сегодня приготовим что-то необычное и очень вкусное. Для начала нам понадобится фарш. У меня сегодня был куриный. И пропустить через мясорубку две небольшие луковицы. Отправляем это все в глубокую тарелку. Сюда же нужно добавить примерно 1 чайную ложку без горки соли. Черный молотый перец добавляйте по своему вкусу. Вбиваем одно куриное яйцо. Еще можно добавить любые специи по вашему вкусу. У меня 1 чайная ложка прованских трав. И в самом конце нам нужно добавить 2 столовые ложки манки. Ну а дальше не стесняемся и вот так вот просто руками нужно очень хорошо все перемешать. Поверьте, ложкой вы так хорошо не перемешаете. После того, как вы все перемешали, отставляем фарш на некоторое время в сторонку, пускай хорошо разбухнет манка. А тем временем мы приготовим вторую часть нашего блюда. Заранее отваренные 2-3 средних картошки нужно будет превратить в пюре. В эту картошку соль и черный молотый перец добавляем по своему вкусу. Для аромата и для цвета добавляем 1 чайную ложку сладкой паприки. Также в картошку добавляем 50 грамм натертого твердого сыра, 2 столовые ложки муки. Берем ложку и немного все нужно перемешать в сухую. И в самом конце нам нужно будет добавить небольшое количество молока. Сколько добавлять молока будет зависеть от того, какую вы сделали картошку пюре. Ну и после того, как добавили молоко, еще раз хорошо все перемешиваем. Состояние картошки у вас должно быть таким, чтобы вы легко смогли сделать из нее шарики. Так что смотрите, с молоком тут переборщить нельзя. Итак, все приготовили, и нам остается всего лишь собрать наше блюдо. Берем мокрыми руками небольшое количество фарша, таким образом, чтобы у вас получился вот такой вот хороший шарик. Обязательно руки должны быть мокрые, чтобы фарш не прилипал к рукам. Укладываем аккуратно фарш в неразъемную форму. В моем случае это стеклянная форма для выпечки. И делаем такое небольшое отверстие, как будто бы у вас должно будет получиться, как вы делаете гнездо. Точно таким же образом делаем остальные шарики так, чтобы заполнить полностью всю форму, в которой вы будете выпекать. В моем случае в одну форму поместилось 4 вот таких вот небольших гнезда. Далее, друзья, берем 1 столовую ложку картошки, тоже мокрыми руками, и вот таким вот образом выделываем небольшие шарики. И вот эти вот шарики, которые вы сделали, укладываем наверх на фарш. У вас получится вот такая вот необычная котлета. Заполняем картошкой полностью все формочки, которые вы сделали из фарша. И еще нам предстоит сделать очень вкусную заливку. В глубокую чашку или же пиалку, как в моем случае, добавляем 1 столовую ложку сметаны, 1 столовую ложку томатного соуса либо же кетчупа, 1 столовую ложку соевого соуса. Еще сюда нужно добавить примерно 50 грамм холодной воды. И очень хорошо все перемешиваем до однородного состояния. Дальше в этот соус добавляем небольшое количество измельченной зелени. В моем случае это свежая петрушка. Еще раз все хорошо перемешиваем. И отправляем полностью всю заливку к мясу с картошкой, к нашему будущему вкусному блюду. Ну и после того, как все хорошо приготовлено, отправляем формочки в разогретую духовку до 200 градусов на 40 минут. Где-то через 30 минут открываем духовку и формочки засыпаем остатками натертого твердого сыра. Это будет примерно 50 грамм. И закрываем духовку еще примерно на 10 минут. В общем итоге где-то через 40 минут получается вот такое вот аппетитное и очень красивое и в то же время очень-очень вкусное блюдо. Самое главное, что оно вместе с гарниром. Никакого гарнира к этому блюду готовить не нужно. Подаем порционно по 1 или 2 вот таких вот котлетки, немножко добавим соуса, который остался в форме, и получаем очень вкусное блюдо для обеда или же ужина. Ну а на этом у меня на сегодня все. Вот такое вот простое, необычное блюдо получилось из недорогих простых продуктов. Если вам понравилось, как обычно, лайк, подписка, колокольчик. Если что-то не понравилось, пишите в комментариях, что именно вам не понравилось. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!